Щоб підняти один кінець дошки, яка лежить на підлозі, треба прикласти 400 ньютонів. Яка маса дошки? Силу F 400 ньютонів. Та яка маса дошки? Ось дошка, скажімо так, L. Потрібно прикласти силу 400 ньютонів. Потрібно знати, яка маса дошки. Вага самой дошки положена, как правило, посередине самой доски. То есть это будет ее вес, который нам пока еще неизвестен. Знаем, что можно разделить длину всей этой дошки на две части. Это будет значение L, это будет значение L. И вес доски сосредоточен именно на ее середине. Можем написать о том, что L будет равно L большое делить на 0. В данном случае приподнимаем эту доску с одной стороны силой F. Получается, мы вроде как действуем рычагом, где точка опоры у нас находится вот здесь. Задержим немножко поднятие этого рычага, только приподнимем и посмотрим, каким образом распределяться здесь силы и распределяются моменты относительно той точки, где будет происходить движение доски. Относительно, скажем, этой точки О. И как мы видим, действуют две силы. Одна сила направлена по часовой стрелке, это сила вес самой доски. Вторая сила напротив часовой стрелки, которая поднимает эту доску. Можем сказать о том, что вес самой доски будет определяться как m, что умножено на g. Определим g здесь для округления, это 10 метров за секунду в квадрате. Итак, относительно этой точки действует два момента сил. Первый момент – это момент веса самой доски. Напишем его как момент доски P равен чему? Равен самой силе P момент, что множится на плечо, на которое действует эта сила. С другой стороны, момент силы F чему равен? Равен самой силе F, умноженный на всю длину. Носитель вот плечо, действие силы F. Большое значение F. Так можем вместо L подставить значение 2, но это позже. Но поскольку эти моменты сил скомпенсированы, они друг друга равны, только они противоположны, можно сравнить их модули. Самый вес P умножить на L равно F, что множится на L большое. Давайте заменим, что можно заменить здесь. Поскольку L это половинка такой L большой, L можно заменить как 2. P умножить на L равно F умножить на 2. Сразу можно видеть о том, что можно сократить L, поскольку мы ввели эту величину относительно для того, чтобы можно было разобраться с этими силами. То, что мы ввели, мы сейчас уже сократить. С другой стороны, P это будет, что ТМЖ и равно 2, что множится на F. Отсюда масса чему равна? 2, что множится на F, делить на G. Подставим эти значения, что мы получим. 2, что множим на 400 ньютонов, и делить на 10 метров за секунду в квадрате. Переведем ньютоны в те величины, которые он состоит, и запишем это по-другому. 2, что множится на 400 килограмм на метр. И секунда в квадрате пошли вниз. Знаменатель. В знаменателе было 10 метров за секунду. Множим на 10 метров, а секунды в квадрате пошли в числитель. И теперь что можно сократить? Что-то. Сократим секунды в квадрате. Можно сократить метры в квадрате. Метры сократим и метры сократим. Что останется? Килограмм. Еще можно сократить 1 на 10. Останется 2 умножить на 40 килограмм равно 80 килограмм. Масса доски будет равна 80 килограммам.